Китай – колыбель мировой цивилизации. Земля, подарившая миру книгопечатание, бумагу и порох. И сменяя династию за династией, центр обширной империи, которая раскинулась от Тихого океана до Гималаев и от восточных степей до тропического Южно-Китайского моря. Китайцы называют ее Джунго – Срединная империя или Центральное государство. И вот уже более 2000 лет императоры утверждают, что властвуют по небесному мандату над Тянься, Поднебесной. С 1644 года этой великой империей правит династия Цин. Ее основатели – маньчжуры с севера, хотя большинство подданных – ханьцы. К XIX веку территория империи охватывает 14,5 миллионов квадратных километров и получает дань от множества соседних владений. В этих границах проживают около 450 миллионов человек, треть населения земного шара. Считается, что на Китай приходилось также треть мирового богатства. Императорская столица Пекин, а также крупные центры, такие как Нанкин и Кантон, входят в число величайших городов мира. Это многоэтническая империя, чьей провозглашенной целью является не экономическая или политическая экспансия, а поддержание гармонии, понятия, восходящего к Конфуцию, мудрецу VI века до нашей эры. Его учение управляет обществом и публичной, и частной его сферами уже 2000 лет. Основополагающие ценности – почитание родителей и предков, верность, человеколюбие – призваны поддерживать порядок и гармонию. Но это общество предельно консервативно. Юноши из зажиточных семей годами штудируют конфуцианские каноны, готовясь к единственному пути в высшие эшелоны администрации Цин – государственному экзамену на должность чиновника. Однако Китай, управляемый учеными-бюрократами и императором, которого одновременно почитают и боятся, не успевает за стремительно меняющимся миром. Пока что иностранные купцы ограничены южным портом Кантон. Но столь блистательную изоляцию сохранить не удастся. – 1839 год ознаменовал начало столетия унижения для Китая. На протяжении многих лет британские торговцы контрабандой ввозили в Китай опиум из Индии, чрезвычайно прибыльный бизнес. Последствием для страны стала эпидемия наркомании. Но когда чиновники империи Цин в Кантоне конфисковали и уничтожили крупные партии наркотиков, Британия ответила силой. Обладая передовыми военно-морскими технологиями, британцы быстро разгромили устаревший китайский флот. Китайцы были вынуждены подписать Нанкинский договор, первый из так называемых неравных договоров. Документ предоставлял британцам особые права, открывал для их торговли 5 портов и передавал территорию Гонконга. Вторая опиумная война вскоре распространила аналогичные привилегии на Францию и США. Российская империя, воспользовавшись слабостью Китая, захватила земли на северо-востоке. Тем временем ужасная гражданская война, восстание тайпинов, на протяжении 14 лет опустошало южные и центральные районы Китая. Предположительное число погибших – около 40 миллионов человек, что делает его одним из самых кровопролитных конфликтов в истории. Пока Китай страдает, его противники набирают силу. В 1895 году недавно модернизированная Япония
которую долго считали уступающей Китаю, без труда разгромила флот Цин и добилась собственных территориальных уступок. Западные державы насмехаются над Китаем, называя его больным человеком Азии, гигантом, ставшим добычей империализма государств, лучше приспособленных к жизни в современном мире. Однако к рубежу XX века в китайском обществе нарастает чувство возмущения и решимость дать отпор. В 1899 году на севере Китая появляется движение, называющее себя «Отрядами гармонии и справедливости». Его участников вскоре начинают звать боксерами. Их возмущают слабость династии Цин, распространение христианства и череда унижений, пережитых Китаем. Их цель – изгнать всех иностранцев и положить конец позорным уступкам. Боксеры начинают с нападений на финансируемые Западом железные дороги, христианских миссионеров и новообращенных китайцев. В июне 1900 года тысячи боксеров входят в Пекин и берут в осаду квартал, где живут иноземцы. Их лозунг – «Поддержите Цин, уничтожьте иностранцев». Для правящей и вдовствующей императрицы Цыси боксеры были одновременно проблемой и возможностью. Цыси решила поддержать боксеров силой государства Цин и объявила войну иностранным державам. Это оказалось ужасной ошибкой. В ответ в Пекин высаживается 20-тысячный союзный экспедиционный корпус, собранный из войск 8 стран. В ходе восстания, сопровождавшегося многочисленными зверствами, боксеры были подавлены, а город разграблен войсками союзников. Цинскому двору навязывают боксерский протокол. По его условиям Китай обязан выплачивать разорительные контрибуции в течение 40 лет, почти вдвое больше годового дохода казны. Это становится величайшим унижением в истории Китая. Под мощным давлением модернизации Цыси и двор решаются на масштабные реформы. Архаичный экзамен на государственную службу отменен. Его заменяют современные школы с западной программой. Делают первые шаги к созданию Конституции, которая ограничит власть императора. Армию реорганизуют по западному образцу, улучшая подготовку офицеров, снабжение и вооружение. Ее наиболее боеспособной частью становится Бэйянская армия на севере страны под командованием генерала Юань Шикая. Но многие считают, что этих мер недостаточно, и спасти Китай способен лишь коренной переворот. Одним из таких революционеров становится Сунь Яцен. Родившийся в скромной кантонской семье, Сунь получил образование на Гавайях. Он совсем не похож на старую конфуцианскую элиту. Христианин, свободно говорит по-английски и с трудом на классическом китайском. После участия в нескольких неудачных восстаниях против Цин, Сунь живет в изгнании в Европе. В 1905-м он приезжает в Японию и в Токио создает Тунмэнхуэй – союз революционеров, ставящий целью свержения маньчжурского владычества и замену монархии Цин демократической республикой.
он проповедует 3 народных принципа: национализм, народовластие и народное благосостояние. Для сторонников Сунь Яцен – воплощение надежды на новое будущее. И кажется, что это будущее близко. В 1908 году, после бурного 47-летнего правления, императрица-вдова Цыси умирает в 72 года. Императорский трон переходит 2-летнему малышу Пуи. В момент кризиса и растущего недовольства династия Цин слаба как никогда. «9 октября 1911 года. Ханькоу, провинция Хубэй. Члены тайного революционного общества, связанного с Тунмэнхуэем, изготавливают бомбы, и тут происходит взрыв. Заговор раскрыт, власти арестовывают нескольких лидеров и позднее казнят. Но вместо устрашения это лишь разжигает пламя сопротивления. В соседнем Учане вспыхивает восстание. Ключевую роль играет переход солдат новой армии провинции Хубэй на сторону бунтовщиков. После 24 часов ожесточенных боев, унесших сотни жизней, Учан оказывается в руках революционеров. 12 октября в провинции объявляется новое военное правительство. Оно публично осуждает преступления династии Цин и призывает другие провинции присоединиться к свержению монархии. Революция распространяется как лесной пожар, прежде всего в городах и поселках, где зреет глубокое недовольство маньчжурским правлением. Через 6 недель из 26 провинций Китая 16 объявляют о выходе из-под власти императора. Во многих районах, таких как Шэньси, маньчжуры становятся мишенью и подвергаются массовым расправам. Двор Цин в Пекине охватывает паника. На подавление восстания вызывают генерала Юань Шикая во главе Бэйянской армии. Страна вскоре погружается в открытую гражданскую войну между северными войсками Юаня и южными повстанцами. В хаосе войны и революции Тибет и внешняя Монголия провозглашают независимость от Китая. 1 января 1912 года в Нанкине повстанцы провозглашают создание Китайской республики. Сунь Яцен, лишь недавно вернувшийся из США, приносит присягу в качестве временного президента. После многих лет изгнания, сбора средств и заговоров, Сунь наконец получает политическую власть. Его правительство немедленно приступает к разработке демократической конституции и принимает далеко идущие реформы. Отменяются архаичные практики. Ношение косы, длинного хвоста волос, символизировавшего покорность маньчжурам. Бинтование ног и земные поклоны коу-тоу. В новой многоэтнической Китайской республике все будут равны. Ее флаг будет пятицветным, олицетворяя союз 5 народов – ханьцев, маньчжуров, монголов, китайских мусульман и тибетцев. Но пока республика контролирует лишь южную половину страны. И говорить об успехе революции еще рано. Чтобы объединить Китай и закрепить победу, Сунь Яцен делает неожиданное предложение генералу Юань Шикаю. Если тот убедит императорскую семью Цин отречься, то сам станет президентом. Юань соглашается и предупреждает династию, что только отказ от трона
обеспечит им жизнь и комфорт. 12 февраля 1912 года шестилетний император Пуи отрекается, хотя пока он и двор продолжают жить в запретном городе в Пекине. Более 2000 лет императорского правления в Китае подошли к концу. На смену ему пришла единственная крупная республика в Азии. 3 дня спустя генерал Юань Шикай становится временным президентом Китайской республики. Однако почти сразу революционеры вступают в конфликт с новым президентом, чьи личные амбиции становятся слишком очевидными. Оказавшись в оппозиции, Сунь Яцен и его сторонники создают Гоминдан, который стал продолжением Тунмэнхуэя. В конце года проходят первые всекитайские демократические выборы. Хотя голосовать позволяется лишь около 5% населения. Гоминдан одерживает убедительную победу, получив почти половину мест в национальном собрании. Его лидер Сун Цзяожэнь, близкий соратник Сунь Яцена, практически наверняка станет премьер-министром. 20 марта 1913 года, садясь в поезд в Шанхае, он получает 2 выстрела в упор. Непрямые доказательства указывают на то, что убийство организовал президент Юань, но прямых улик не найдено. Первые демократические выборы в Китае окажутся и последними. В следующем году соперничество между Гоминданом и правительством Юаня вновь перерастет в вооруженный конфликт. Но бэйянская армия слишком сильна. Гоминдан и его союзники терпят поражение. Партия запрещена, а Сунь Яцен вновь уходит в эмиграцию в Японию. Юань Шикай прочно захватывает власть. Китай фактически становится военной диктатурой. Однако президент не в силах решить ни одной из проблем, унаследованных от династии Цин. Через 3 года он умирает естественной смертью. А Китай снова погружается в хаос. Синьхайская революция не смогла утвердить в Китае прочную республику. Но она открыла дорогу лавине новых, радикальных идей. По всей стране молодые интеллектуалы все сильнее убеждаются, обеспечить будущее Китая можно лишь полностью порвав с его прошлым. Эти идеи кристаллизуются в движении за новую культуру. Одним из его ведущих лидеров становится Чэнь Дусю. Происходя из богатой семьи с юных лет, он изучал классические китайские тексты, но позднее отверг конфуцианскую мысль. В 1915 году он основал журнал «Новая молодежь», который стал пристанищем для самых влиятельных радикальных авторов Китая. Работая молодым профессором Пекинского университета, Чэнь собирает вокруг себя единомышленников. Например, Хуши, призывающего заменить традиционные китайские иероглифы на более разговорный байхуа. Среди их студентов юноша из сельской Хунани по имени Мао Цзэдун. Чэнь Дусю и сторонники новой культуры выступают за полный отказ от конфуцианства. Взамен они требуют демократии, науки, китайского национализма и радикальных социальных перемен, включая эмансипацию женщин и большее гендерное равенство. Вскоре им представится шанс донести эти идеи до всей страны. В
1919 году победители Первой мировой войны собираются в Париже, чтобы определить послевоенный порядок. Во время войны Китай поддержал Антанту и отправил на Западный фронт 140 тысяч рабочих. В знак благодарности китайцы надеялись, что территории Шаньдуна, ранее принадлежавшие Германии, будут возвращены им. Но вскоре приходит новость: колония передана Японии. Ответ Китая – негодование. 4 мая 3000 разгневанных студентов выходят на улицы Пекина. Они собираются у врат Тяньаньмэн, входа в запретный город. Вдохновленные движением новой культуры, их плакаты на китайском, английском и французском призывают к господину демократии и господину науке. Протесты охватывают всю страну, объединяя студентов и рабочих против правительства и западных держав, которые, как считают китайцы, вновь их предали. В краткосрочной перспективе протесты приносят мало результатов, но впоследствии будут признаны поворотным пунктом на пути Китая к современному национализму. Многие протестующие разочаровываются в западной либеральной демократии. Часть обращается к марксизму, вдохновившись революцией 1917 года в России, что кажется моделью полного национального преобразования. Среди них 25-летний Мао Цзэдун. Он пишет: «Я осмелюсь сказать необычное. В будущем в китайской нации произойдут более последовательные преобразования, чем в любой другой нации. Общество китайской нации будет более лучезарным, чем любой другой нации. Наш золотой век, наш век славы и великолепия еще впереди». В июле 1921 года во французской концессии Шанхая проходит учредительный съезд Коммунистической партии Китая. Присутствует лишь 13 человек, и встречаются они тайно. После вмешательства французской полиции группа перебирается на прогулочный катер на Южном озере. Мао Цзэдун – один из основателей партии. Первым генеральным секретарем избирают Чэнь Дусю. Несмотря на их малочисленность, они полны решимости возглавить китайскую революцию. После смерти диктатора Юань Шикая Китай снова погружается в гражданскую войну. Генералы соперничают за контроль над правительством в Пекине, а страну разрывают на части враждующие военачальники с собственными частными армиями. Некоторые из них всего лишь организованные преступники в мундире. Наибольшее влияние имеют 3 клики – Джилийская, Аньхойская и Фэнтяньская, получившие названия по своим территориальным базам. К 1921 году Гоминдан Сунь Яцена создал собственное военное правительство в Кантоне. И Гоминдан, и коммунисты понимают, к власти можно прийти лишь после разгрома военачальников. Каждый рассчитывает использовать другого в достижении этой цели. В 1923 году при поддержке Советского Союза Коммунистическая партия Китая заключает союз с Гоминданом, получивший название «Первый объединенный фронт». Китайских коммунистов призывают вступать в ряды Гоминдана, который при содействии советских инструкторов, финансов и вооружения быстро преобразуется. Советники из СССР помогают открыть и военную академию на острове Хуанпу. Ее возглавляет главный военный советник Сунь Яцена, подающий надежды Чан Кайши.
Его цель – превратить армию Гоминдана в дисциплинированную и боеспособную силу. Но уже через несколько месяцев, во время поездки на север для переговоров с военачальниками, Сунь Яцен заболевает. 12 марта 1925 года он умирает в Пекине от рака в возрасте 58 лет. Его последние слова – «Мир, борьба, возрождение Китая». Смерть Сунь Яцена погружает Гоминдан в смятение, а Китай ставит на перепутье. Единственное, что кажется неизбежным – новая гражданская война. Однако для верного соратника Сунь Яцена путь ясен. Узнав о смерти вождя, Чан Кайши говорит жене: «Если я буду контролировать армию, я смогу контролировать страну. Это мой путь к лидерству». В Пекине запретный город опустел. Последний император Пуи был изгнан местным военачальником и ищет покровительства у Японии. Того, кто теперь возглавит Китай, ожидают колоссальные испытания. Хрупкие союзы, раздробленная страна и могущественные соседи, желающие вновь ввергнуть Китай в эпоху унижения. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал, ссылка будет в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Boosty, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео. Отдельная благодарность Виталу, Лорду Рету, Акжолу Балатулы, Риму Хасанову, Виктору Уманцу, Йозефу Божичу, Ивану Симкову, Джону Владимирову.